Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас 25 октября, сегодня среда, середина нашей недели. И вы знаете, сегодня достаточно богатый день, поэтому обязательно положите это в свой карман. Таким образом вы сможете призвать и удачу, и благополучие, и достаток в свою жизнь. Давайте вместе с вами разбираться, что же нас сегодня с вами ждет в этот день 25 октября. Итак, друзья, 25 октября у нас с вами это среда, это у нас с вами растущая луна. Обращаем ваше внимание, что у нас последние дни растущей луны, а сегодня у нас с вами 11 и 12 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. Что же сам по себе несет этот день? Этот день, знаете, мудрости, этот день уединения и внимательности к себе, к миру, к Вселенной и все то, что вас окружает. Дело в том, что в этот день высшие силы могут подавать определенные вам знаки, связанные с вашим достатком, с вашим благополучием, с вашим изобилием в вашем доме, в вашей жизни и даже на работе. Поэтому, если сегодня в этот день вам поступают какие-то предложения, если вам сегодня поступают какие-то коммерческие предложения, пожалуйста, не отказывайтесь от них. Возможно, вы чувствуете, что это не то, чтобы с чем вы хотели работать, сотрудничать или вести бизнес, или в какой компании, но это, знаете, толчок такой, чтобы вы понимали и осознавали, а что же вам в действительности нужно и важно именно для вас. Обращайте на это внимание. Кроме того, сегодня в этот день у некоторых людей придет понимание того, к чему они хотят прийти в этой жизни, к чему они хотят попробовать, достигнуть, понять. Поэтому, если у вас в какой-то момент сегодня придет озарение, пожалуйста, не пугайтесь его, а наоборот, принимайте с радостью и благодарите высшие силы за то, что это в вас появилось. Также сегодня с космоса идет большой, вот знаете, такой вот громаднейший космический поток любви. Поэтому в этот день постарайтесь быть в любви. Это очень иногда сложно, но именно вот сейчас, в такие тяжелые дни, в тяжелое время для нашей планеты, обязательно отправляйте любовь с нашей планете Земля, отправляйте родным, близким, даже своим врагам. Именно любовь, да, не жалейте. И вы знаете, в самый тяжелый для вас момент это все вернется в вашу жизнь. Также в этот день старайтесь сделать добро ближним, родным и тем людям, которых вы любите, которых вы цените, которые вас поддерживают. Поэтому, как вариант, можно сегодня дарить подарки. Не обязательно должны быть какие-то дорогие подарки. Вы знаете, иногда маленький подарок принесет больше радости и больше улыбок, чем что-то вот, знаете, громадное или дорогое. Как вариант, можете подавать милостыню. Особенно очень важным знаком нужно понимать и то, что если вас сегодня об этом попросят, не обязательно это могут быть деньги. Например, вы стоите на пешеходном переходе, и бабулечка просит вас ей помочь перейти через пешеходный переход, когда будет засветиться зеленый свет на светофоре. Или кто-то попросит вас сегодня дать совет. Обязательно дайте ввиду ваших навыков, ввиду вашего опыта. Не жалейте советов, но только в том случае, если люди вас просят. Иначе вы таким образом, наоборот, можете лишиться того, что не стоило бы. Поэтому, когда на будущее у вас есть желание кому-то помочь, но человек у вас не просит, не делайте этого, потому что в первую очередь вы делаете не тому человеку хуже, а именно себе. Также обращаем ваше внимание, что сегодня у некоторых людей будет повышенная эмоциональность, повышенная обидчивость. Поэтому ваша задача быть все-таки в приподнятом настроении, стараться всем дарить любовь, радость, это важно. Также сегодня не стоит сердиться, не стоит сегодня ненавидеть. Помните, мы в начале видео сказали о том, что сегодня идет большой космический поток энергии любви. Сегодня вот важно быть в этом состоянии, с этими
своими вибрациями и потоками. Поэтому, если вы будете сердиться, вы будете злиться на что-то, то таким образом вы перекрываете этот поток. Помните о том, что когда вы созидаете, и потом буквально минуту вы злитесь, это все перечеркивает, и вам нужно начинать заново. Также сегодня не стоит ни с кем ссориться, потому что если захотите потом помириться, это будет достаточно трудно. Также в этот день не следует жалеть себя, жаловаться и плакать, потому что в таком вот состоянии негативном вы можете застрять надолго. Помните о том, что сегодня именно те энергии, которые помогут вас, подтолкнут вас к тем или важным моментам. Поэтому сегодня в этот день не стоит вообще стараться проявлять каким-либо образом негативные посылы. Даже если вам что-то не нравится, даже если ваш начальник как-то не так что-то сказал, или ваш партнер не так что-то сказал, пожалуйста, не несите негатив. А что же касательно бизнеса, что же касательно денег, то сегодня не следует что-либо начинать и браться за то, что для вас имеет какое-то вот глобальное значение. Если у вас есть какие-то очень важные дела, то сегодня не лучший день, знаете, для вот именно серьезной работы. Также сегодня не стоит заниматься финансовыми вопросами, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Также любые судебные процессы, тяжбы лучше всего сегодня по возможности отложите. Поэтому, если у вас нужно сегодня вкладывать деньги в бизнес или вы хотите подписывать какой-то контракт, то подождите немножко. Почему? Потому что буквально пару дней вы поймете, почему высшие силы вас, возможно, знаете, тормозили и не давали того, чтобы вы что-то осуществили. Что же касательно здоровья, то сегодня очень хороший день для начала лечения, для очищения верхних дыхательных путей, сердца и легких. Также сегодня, если у вас есть такая возможность, сходите к источнику, искупайтесь в реке, потому что в этот день, 25 октября, вода обладает сильными очистительными свойствами. Если вы живете в регионе, где вода уже холодная, ввиду погоды, то здесь смотрите, готовы ли вы к этому. Ну а если вы живете где-то возле океана, у моря, где сейчас тепло и плюс 35 воздуха, температура воздуха, то, конечно, обязательно сегодня проведите эту практику. И старайтесь даже сегодня можно, знаете, вот если вы живете в регионе, где достаточно уже холодно, мороз даже в некоторых регионах, то вы даже можете подойти просто к водоему и просто созерцать то, что происходит. Возможно, вы увидите, как из воды выходят определенные потоки. Это, знаете, это достаточно важно для вас и для ваших глаз. Также сегодня в этот день рекомендуется пить соки, но ни в коем случае не употребляйте яблочный сок, потому что это символ обогащения. Также сегодня противопоказаны любые нагрузки на сердце. Что же касательно стрижки волос, то в этот день стрижка волос противопоказана. Может повлечь за собой несчастье, травмы и повышенную вероятность угрозы для жизни. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно обращать внимание на свои ноги. Поэтому, если вы чувствуете, что ваши ноги как-то не так себя ведут, то есть тяжесть в ногах или что-то не то, возможно, вам нужно в ближайшее время не заниматься самолечением, а все-таки пойти к врачу, возможно, сдать определенные анализы, сделать определенные те или иные фотографии и так далее. Но обязательно уделите этому особое внимание. Также сегодня ни в коем случае нельзя разбивать посуду и проливать жидкость. Дело в том, что в этот день это достаточно плохой знак. Это говорит о том, что вас ждут какие-то страдания, вас ждет какое-то одиночество. Поэтому, чтобы этого не было, все-таки с посудой и с жидкостью будьте внимательны и осторожны. Что же касательно общения с начальством, то мы сегодня не рекомендуем вести какие-либо светские беседы с начальством или с руководством, потому что ни к чему хорошему они не приведут. День сегодня крайне неблагоприятен для контактов, поэтому лучше занимайтесь спокойно своей работой. Что же касательно смены места работы, сегодня, к сожалению, один из худших лунных дней для смены работы. Да, резюме можете составлять, да, можете смотреть, что сейчас на рынке труда, но каких-то кардинальных изменений
изменений в этот день все-таки не стоит делать. Что же касательно недвижимости, то это один из худших дней для операций с недвижимостью. Если так сильно спешите, все равно лучше подождите, потому что ни к чему не приведет. Также в этот день старайтесь употреблять как можно меньше грубой пищи, пейте больше воды, соков или отваров. Также в этот день не стоит выяснять отношения, потому что, поссорившись, помириться, как мы уже сказали, будет сложно, и энергетика этого дня не предполагает именно вот любой негатив в любом виде. Что же касательно зачатия, крайне неблагоприятный день для зачатия. Что же касательно физической нагрузки, сегодня она будет, знаете, надо умеренная, чтобы было. Лучше, знаете, если возникает вопрос, что лучше, пробежка или ходьба, то лучше выберите ходьбу. Также сегодняшний день не подходит для домашних дел, а сны, как правило, в эту ночь, вещи им следует доверять, сбываются, как правило, через 7 дней. Очень часто во сне могут приходить какие-то откровения, поэтому обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 25 октября. Итак, вы знаете, выпала карта, которая звучит следующим образом. Верьте и доверяйте. Что это значит? Если вы сегодня оказались в любой ситуации, независимо, вы ее понимаете, или вы не знаете, что вам дальше делать, как поступать, как найти выход, вы должны понимать, осознавать то, что у вас все обязательно получится в жизни. Вам главное верить в себя, верить в свои силы, верить в то, что действительно вы все это преодолеете. Конечно, кто-то скажет, это какая-то философия, когда проблемы, все очень сложно, но вы знаете, когда вы начинаете впадать в депрессию, плакать, реветь, ругаться, нести негатив, то вместо того, чтобы быстрее разрешить ту или иную ситуацию, вы, наоборот, начинаете притягивать и другие дополнительные проблемы, ситуации, которые не в вашу пользу. И сегодня очень важно, чтобы вы доверяли своему разуму, чувствовали свое тело. Да, это, возможно, сложно, но это вам поможет, потому что в то, что сейчас, где вы оказываетесь, вот в той точке своего развития, эта ситуация разрешится в ближайшем времени достаточно хорошо, и вы даже будете удивлены. Также, если у вас есть какие-то тревоги, есть какие-то негативные мысли, большая просьба, не переживайте. Старайтесь побольше, лучше уделять внимание себе, своей родной семье, но не рвите сердце. И если в вашем окружении есть люди, которым вы доверяете, то поспрашивайте их, возможно, они вам подскажут, как вы можете выйти из той или иной ситуации. Конечно, в каждой ситуации это по-своему, но все же. Ну а молитва, которую эта карта говорит нам, звучит, друзья, следующим образом. Перед тем, как сегодня ложиться спать, обязательно скажите: Архангел Михаил, пожалуйста, войди в мои сны и забери мои страхи взамен на веру и доверие. Дай мне ощутить силу, мужество и уверенность. Постарайтесь эти слова молитвы сказать вот сейчас, когда вы прослушаете это видео, и действительно перед сном. Доверяйте высшим силам, доверяйте своему ангелу-хранителю, и вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Конечно, не всегда все сразу, потому что если вы находитесь вот в такой вот ужасной ситуации, к которой вы уже пришли, то вы должны понимать и то, что много произошло за определенный период времени каких-либо событий. И, друзья, сегодня обязательно возьмите щепоточку сахара, да, именно сахара, и вы ее можете положить в карман. Можете для начала положить в салфетку, но главное не в пакет. Можете взять, использовать тряпочку, платочек, но главное светлых тонов. И скажите на этот сахар, на сахар богатство приманю, изобилие в дом приведу. Как луна меняется, так и достаток прибавляется. Счастье, моя жизнь наполняется, да будет так. После того, как сказали, этот сахар сегодня носите в кармане на протяжении дня. Если у вас нет карманов в вашем пальто или в вашем костюме, который вы сегодня надели, в таком случае
случае используйте им свою сумку, но положите в кармашек, чтобы не привлекать ничего внимания, и который вы меньше всего используете. Ну а в вечернее время вы с этим сахаром можете выпить, например, чай. Вот такая, друзья, практика, которая вам сегодня поможет 25 октября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья, услышимся в следующем видео.